Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 28 июня и поговорим о народных приметах на этот день, в день Святого Вита, о том, что наши предки в этот день делали, а также поговорим о том, что можно и что нельзя делать в этот день, 28 июня, по народным приметам. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, одна из самых главных примет в этот день, 28 июня, это запрет на веселье. Если верить древним легендам, то 28 июня – это несчастливый день. Наши предки говорили, что именно в этот летний день происходит множество страшных происшествий. Например, аварии, пожары, взрывы и самоубийства и катастрофы. И, друзья, именно в этот день, в этот летний день представители духовенства чтят преподобного Вита. В народе его называли Фитом. Издревле, после дня его памяти, уже не сеяли хлеб, потому что люди говорили, что он не успеет вызреть в срок. Крестьяне также внимательно следили за животными, чтобы они случайно не вышли на поле, где поднимаются всходы. Говорят, что корова, которая наелась зерна, раздувается, и животное может умереть в таком случае, а спасти его почти невозможно. Не помогали даже молитвы мученику Модесту, которого на Руси почитали как покровителя домашнего скота. И вы знаете, есть множество икон, на которых Модест изображен с Власием, Лавром и Флором. И его, и как других святых, упоминают в определенных заговорах, которые защищали животных от болезней, порчи и диких зверей. Известно, что в это время люди пробовали гадать через дух утопленника. Человек, который собрался гадать, должен был вызвать этот дух. Но есть одно условие. Дух человека, который утонул, должен быть вашим знакомым. Это одно из самых древних гаданий, но оно достаточно очень правдивое. Если верить легендам, тот, кто попробует вызвать дух утопленника, сможет посмотреть на правду. При помощи такого сеанса гадания люди узнавали, что они стали жертвой вора. Также они могут посмотреть на лицо человека, который у них что-либо украл или навредил им. Иногда гадание завершается не самым приятным образом. Гадающий терял речь. Это можно объяснить тем, что утопленник забирает язык у того, кто гадает. Такой обряд означает, что человек будет молчать о случившемся до конца своей жизни. Смельчаки, которые хотят испытать судьбу, должны были отправиться к реке. В этот день такой смельчак не должен ничего есть, пить и даже расчесывать волосы. Подойдя к реке, следует с ней поздороваться, произнести ее название и прочитать специальные слова. Необходимо вызвать имя утопленника, а затем мысленно представить его таким, каким он был при жизни. Нельзя его представлять лежащим или умершим. Итак, слова следующие. «Я, раба Божия, пришла к тебе, река», называете имя реки. «Чтобы повидаться с утопленником», называете имя. «Мать река, широкие берега, ты судно качаешь, живых потопляешь. Ты всех утопленников знаешь. Пошли ко мне утопленника», называете его имя. «Пусть он ко мне придет, свои мертвые губы разомкнет. На мой вопрос ответ скажет, и как было, все покажет. Когда слово последнее произнесет, пусть от меня, рабы Божьи, ваше имя в твои воды назад уйдет. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь». 28 июня – это идеальный день для сбора трав и цветов. И издревле наши предки собирались и ранним утром отправлялись собирать цветы и травы, которые затем использовали для лечебных целей. Целебные отвары готовили как для людей, так и для скотины. Если животное заболело, необходимо вместо воды было давать этот отвар.
Говорят, что отвар нужно давать в течение всего дня по несколько глотков. Тогда животное, которое болело, может пойти на поправку уже в самое ближайшее время. Если заболел человек, следует поить его отваром и подождать 1 день. На следующее утро такой человек уже будет здоров. Что же нам говорят народные приметы в этот день, 28 июня, что можно и что нельзя делать? Запрещается в этот день животных пускать на зеленые поля поесть сочную траву. Известно, что скотина может переесть хлебных побегов и заболеть. В некоторых случаях животные даже могут погибнуть. Наши предки говорили, что нельзя в этот день ходить к реке или в лес. В этот день по земле бродит темная сила, которая может унести жизни людей. Особенно в этот день активны были русалки, пытающиеся завести человека на самую глубину. Есть даже бесстрашные люди, они ходят к водоемам и умирают из-за своей самоуверенности. Поэтому наши предки говорили, что если рискнуть и попробовать подойти к водоемам, можно призвать к берегу утопленника, с которым был знаком при жизни. Но в силу запрета это мало кто проверял. Перед общением с утопленником не рекомендуется с кем-либо беседовать, есть, а также расчесывать волосы, потому что существует большой риск онеметь, ведь запрещено говорить о том, что происходит у воды. После беседы утопленник забирает язык у пришедшего. В этот день вы не должны общаться на повышенных тонах. В противном случае произойдет скандал, который заставит вас не только кричать, но еще и физическую силу применять. Лучше в этот день вообще не шуметь. Нельзя в этот день выкидывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина. Все это вы должны раздать животным, и тогда, согласно народным приметам, в доме поселится удача и радость. Нельзя в этот день проявлять и жадность. Вы должны заняться благотворительностью, отдать вещи людям, которые действительно в них нуждаются. Помогайте сегодня одиноким пожилым людям, а также постарайтесь сделать ребенку подарок в детском доме. Если ослушаться запрета и проявить скупость, можно потерять все, что у вас есть. Запрещается в этот летний день рассказывать кому-либо о своих снах, особенно если сны были плохими. После того, как небесное светило зайдет, вы можете рассказывать людям о своих снах. В противном случае ваш плохой сон может сбыться. Запрещается сегодня, выходя из дома, смотреть сразу на небо. В народе говорили, что это очень плохая примета, которая предвещает опасность. Выходя из дома, всегда смотрели по сторонам, а только затем, когда человек уже отошел от дома, можно было смотреть на небо и ничего не бояться.